Она не идеальна. Я думаю, что идеальных, не существует. Или они просто скрываются за маской. Никто не рассказывает посторонним людям, что у них творится в семьях. Они родили детей, да, вроде как так нужно. Да, мы были одеты всегда, накормлены, мы ездили отдыхать на море. Но вот человечности было как-то мало. И это до сих пор сохраняется. Мама, папа, спасибо. Спасибо за все. Простите меня, если я где-то была не права. Я не знаю, смогу ли я простить вас. Наверное, смогу когда-нибудь. Семья — это один котел. Ты не знаешь, возможно, кто-то кого-то не любит, вы варитесь в одном котле, вам придется друг друга принять. Вот просто придется. Это как, когда была война на Украине, мой отец не хотел принимать позицию родственников своих. Ему пришлось. Просто семья — это невозможно ее расколоть, мне кажется. Папа без мамы не сможет. Все-таки как мама ухаживает за папой. Но сейчас бы за ним, наверное, никто бы так не ухаживал. Все-таки мама — это мама, она жена, точнее, она знает его привычки, что он любит. Также папа. Но они мне еще, как сказали, молодые, любят погулять, сходить. Там в бар, в клуб. И она говорит, я вот без папы не могу. Вот я за папой чувствую себя как за каменной стеной. То есть мне комфортно с ним гулять. То есть я одна, то есть мне некомфортно. Насколько нужно ненавидеть человека, вот, чтобы с ним развестись, а они вместе. Когда мы ездили куда-нибудь за город, там, на выходных, это было классно. То есть вот времяпрепровождение с семьей, еще пока сестра с нами жила, потому что потом, получается, ушла сестра в 18 лет, сколько мне было? Мне было 10. И в 12 развелись родители, то есть семья начала разваливаться вот так вот. Они рано создали семью, я так считаю, что они поженились, маме было 18, папе 20. Куда это годится? То есть я сейчас-то не уверена, что я готова создавать семью в 22 года, несмотря на то, что у меня есть любимый человек. Если ты рожаешь ребенка, уж давай ты его воспитай нормально, хорошим человеком и трать на него время. Я знаю, что это такая глубинная ситуация. Мама не хотела младших детей, а отец хотел, он заставил ее родить. Она, если бы, возможно, их не родила, может быть, все бы сложилось иначе для нее лично, как для женщины. Возможно, ей было бы проще. Возможно, они бы развелись, и она бы реализовалась уже давно. Но поскольку она их родила, она почувствовала опять этот гнет материнства, когда нужно за детьми ухаживать, их еще двое, это намного сложнее. Она не работала очень долго. То есть она была домохозяйкой, и, возможно, это тоже имеет какой-то отпечаток, потому что женщина, когда она домохозяйка, она чувствует себя зависимой. И она хочет показать, что она независима, но у нее нет путей. И, возможно, из-за этого она начала пить, возможно, из-за другого, я не знаю. У меня мама, я не знаю, знаешь ты это или нет, от нее мама отказалась, ее растила бабушка. Соответственно, моей маме с детства не хватало любви, заботы. Бабушка ее очень любила. Ты сама понимаешь, когда ты маленький ребенок, ты приходишь в школу, у всех есть родители, все с родителями ездят куда-то отдыхать. У нее отец умер в 15 лет, в 15 лет, да. А мама, так получилось, что отказалась от нее. И, соответственно, она всегда завидовала детям, у которых есть родители. Самое главное, я считаю, то, что из детства вообще идет. И сейчас до сих пор главная ее претензия к нам с сестрой – это то, что мы ее не любим. Хотя это, конечно, полная глупость. Мы постоянно ей как-то это доказываем поступками, звонками и говорим ей, что мы ее любим. Но она как будто этому просто уже не верит, потому что все, у нее есть эта проблема. И я понимаю, что это до конца жизни так уже будет. Мама ближе. Мама ближе, потому что, не знаю, мы все время вместе были бок о бок. Папа все-таки работал,
тогда еще в милиции, и он занимался воспитанием курсантов. По рассказам курсантов, он был вообще там, ну не монстр, но он очень строгий. Парни молодые, там 18-летние, ну они же приходили на первый курс, то есть после школы поступали, вот, естественно, в голове, что там ветер, и там это уже шкодничали, там и среди ночи он там убегал на работу. А дома он совсем другой. И когда вот рассказывали, а он дома тоже такой же, там строгий, мы такие, нет, папа, да нет, нет, он добрый, ну, но он обидчивый. Он ей изменять очень рано начал. Ну, вот сейчас мама сказала буквально недавно. Я знала, что он ей изменял. Он меня знакомил со своими любовницами, прикинь. Мы идем с ним в Диво-остров, да, погулять на каруселях. И тут он говорит, ой, мой друг попросил, чтобы его жена приехала вот на выходные, он попросил, чтобы я ее, типа, развлек с дочкой. Я такая, типа, ну ок. Ну, причем я понимала, я же видела, конечно, они там открыто там не целовались, ничего такого, но я же видела, что это не просто так. И прикинь, ну, они жили еще с мамой, и я такая возвращаюсь, ну, домой после этого. Мне так это, конечно, ну, неприятно было. Я вообще родилась чисто из-за того, что она пыталась его удержать ребенком. Сейчас она говорит, это, конечно, не способ. Я знаю, что я была незапланированным ребенком. Возможно, было обидно там лет в 15, но сейчас абсолютно нормально. Я понимаю, что мама из-за меня не получила высшее образование, она получила его намного позже. Я понимаю, что папе из-за меня пришлось очень тяжело. Он учился в медицинском университете, он работал, он еще там где-то подрабатывал, в общем, у него было куча дел, он еще с красным дипломом окончил университет, и еще у него маленький ребенок. Ну, то есть, да, им было тяжело, но это же их выбор, правильно? Почему я здесь виновата? Не почему. Я есть, и я есть. Становление как личности на меня больше влияла школа, чем родители. А родители — это не то, что обслуживающий персонал, но просто это люди, с которыми ты живешь и ведешь быт. Это не те люди, которые тебе какие-то моральные устои прививают. Это скорее люди, которые просто тебе показывают вариации, как можно делать, как нельзя делать. Для меня было очень важно всегда, чтобы у моего мужчины, с которым я собираюсь связать жизнь, чтобы у него была хорошая семья, чтобы действительно там были уважительные отношения друг к другу, и чтобы он мог на них равняться, потому что, к сожалению, у меня в семье это не так. Вот я росла, им было, ну, около 30. Ну, то есть они молодые, вот сейчас вот наш возраст, да, но чуть постарше. Я понимаю, что они были очень эмоциональны. И вот когда я росла, и, ну, вот я видела эти скандалы, и, конечно, я бы вот в своей семье вот этого не хотела, чтобы дети видели скандалы. У них были ужасные уже отношения, конечно, причем, ну, папа очень агрессивный стал, он часто выпивал и поднимал на маму руку вообще неоднократно, причем это прям такое самое, ну, типа, это вспоминать тяжело, вот. Ну, один раз папа ударил, так, ну, он промахнулся или что, капилляр задел на носу, что-то как-то так он там, что у него очень сильно кровь пошла. Очень было много крови. Ну, он не ударил я прям в нос, там как-то так пролеснул, что ли, там рукой это махнул. Но я уже не помню, потому что я была маленькая, еще брата не было. Мне, наверное, было 5 или 6, может, где-то лет, не помню. Я просто запомнила очень много крови, была лужа крови. Родители поссорились, они были оба пьяные.
и они разбили окна в доме. В ту ночь я просто убежала из дома, меня долго искали. Я ушла ночевать к родственникам. Там потом такое случалось не раз. Я помню, что вот они, получается, только зашли, типа раздеваются, я слышу какие-то крики, а у меня комната далеко была, но я просто слышу. Я выхожу и просто, ну, как бы, такая, знаешь, мама там так старалась обставлять эту квартиру на свои деньги, там, зеркала, как в Эрмитаже, знаешь, такие красивые, оформленные под старину. И просто, ну, типа, вот такое вот насилие. Просто, знаешь, как, типа, для гостей, смотрите, как у нас все красиво и хорошо, и вот как это, как бы, есть. Ну да. И ты, блин, ты не знаешь, что делать, ты не можешь помочь никак, потому что там ты не думаешь, да, что вызвать полицию, там, ты маленький как-то еще, вообще ты не очень понимаешь. И просто, да, пытаешься помочь и как-то, блин. Вообще, на самом деле, сейчас, когда я приезжаю к ним домой, если я слышу повышенные тона, то у меня уже мурашки по коже. Мне уже страшно. Я уже хочу уйти. Причем, чем я взрослее, тем больше мне хочется в это лезть. То есть раньше я даже сама вызывала милицию на все это. Сейчас просто хочется уйти, чтобы они разбирались сами. Все-таки можно там двинуть женщину по башке за свой язык. Ну, но это я понимаю, то есть это я могу принять, если меня кто-то ударит, допустим, за мои слова, а это мама, все-таки для мамы это как божество, не знаю. Поднять руку на женщину в России это совершенно нормально считается, но я не могу, то есть меня настолько, для меня это все вот больно сразу из детства, что я понимаю, что я такого вообще не могу допустить. Ну, типа, если вот первый раз он меня ударит, да блин, как бы я его не любила, все, до свидания. Просто, я не знаю, я в другой город перееду, но не допущу этого, потому что это очень жестко. И опять же, я бы не хотела, чтобы мои дети с этим сталкивались. Я обижена на маму. Я обижена за ее поведение, за алкоголизм, но я знаю, что я сейчас понимаю, почему она себя так вела. Возможно, моим родителям было бы проще развестись. Я понимаю как женщина, но как дочь я не могу простить ей это поведение. Может быть, когда у меня будет какой-нибудь период сложный в жизни, лет в 35-40, я думаю, что мне будет тяжело, и я, возможно, буду винить как-то своих родителей в этом. Сейчас не виню совершенно, потому что понимаю, что ей самой было не сладко и даже намного хуже, чем мне. Естественно, когда они ругаются, я это вспоминаю. А так я живу, тоже на расстоянии живу, я об этом особо не думаю, что там, что папа сделал плохо или хорошо, и как я к нему отношусь. Какими бы родители не были, мы их не выбираем. Я бы хотела, наверное, 2 детей. Возможно, я хотела бы взять из детдома ребенка. Ну, это вопрос, он стоит все острее у меня из-за здоровья. Как бы я хотела их воспитывать, не знаю. Правда, я бы, наверное, им показывала мир. Наверное, разжигала бы какое-то любопытство. Я бы, наверное, больше с ними проводила времени. Но это тоже не факт. Мы не знаем, как все сложится. Вот у моей мамы это как-то легко получалось меня воспитывать.
А я вот боюсь, думаю, а как же я буду воспитывать своих детей? А вдруг я что-то буду не так делать, не так расскажу, не так поймут, и вообще будут они мои слова воспринимать, ну, вообще воспринимать, буду ли я для них авторитетом, другом? Примером, конечно. Есть такие действительно девочки, которые говорят: ой, я смотрю на свою маму и хочу быть такой же, она там самая добрая, самая там заботливая, и т.д. и т.п. И это не пустые слова, я понимаю, я вижу в них, что это не пустые слова. Ну, конечно, в первую очередь, не в профессиональном плане, да, а в человеческом плане я бы для нее хотела быть примером. Никогда не видела, как мама плачет. Для меня было открытием, что я могу заплакать. Я могу не кричать, я могу плакать. Для мамы язык общения был крик. Для меня, если я там обижена, если я устала, для меня язык выражения эмоций — это поплакать. Это нормально для женщин. Это не стыдно, это абсолютно нормально. И надо показывать там своей дочери пример, что да, так может быть. Ну, для меня мама друг. С ней весело. Поэтому я для своей дочери, да, хотела бы, чтобы я тоже такой же была бы мама, чтобы мы могли бы с ней тусить. Семью, где все друг друга любят, уважают, да, как бы это банально не звучало, где тебя все время слышат, потому что, кстати, у меня такой момент есть. Я, получается, младшая, да, дочка, и у меня какое-то все время было такое ощущение, ну, понятно, сначала я была ребенком, и как-то ко мне, может быть, не особо прислушивались. Но вот даже сейчас, когда мы все собираемся там, я вижу, что меня как будто все равно не слушает никто, знаешь. Я достаточно такой человек очень общительный, и с друзьями я редко молчу, да, сижу, то есть я болтаю. А вот с семьей, я понимаю, я заметила, что я реально как-то обычно сижу и молчу. Конечно же, счастливую, такая шумная, все бегают, суетятся. Чтобы мы на выходные там ездили к бабушке, дедушке, когда с одной стороны, с другой стороны, с моей стороны, допустим, моего супруга. На праздники мы всей большой семьей собирались бы за обеденным столом, смеялись, шутили, чтобы мы с супругом любили друг друга, не просто жили, существовали, а любили друг друга. Чтобы дети были по любви. Thank you.